Всем привет, всем привет! Сегодня начнем рассматривать свежайший топик – Model Context Protocol и его реализацию для Unreal Engine. Тема новая, протокол появился в конце прошлого года, и данный концепт связан с большими языковыми моделями с LLM. Я написал свой MCP-сервер, с помощью которого можно языковыми командами управлять Unreal Engine. Исходники выложу в открытый доступ по мере повествования, будет где-то 2-3 видео. И давайте сразу посмотрим на демку того, что мы с вами сделаем. У меня справа открыт Unreal Engine, слева Visual Studio Code с расширением Cline. Это специальный плагин для Visual Studio Code, в котором можно подключать различные MCP-сервера, указывать языковые модели, которыми мы хотим пользоваться. Поподробнее работу с ним рассмотрим чуть позднее. MCP-сервер, который я написал, он не требует никаких дополнительных плагинов к Unreal. Все будет работать из-под коробки, необходимо будет выставить только одну галочку. Какую именно, естественно, узнаем. В Unreal у меня открыт пустой проект блюпринтовый, и, как мы видим, уровень абсолютно пустой. Использовать я буду сейчас модель GPT-4.1. Она платная, но на бесплатных моделях также все будет работать, правда, немного похуже. Вначале необходимо инициализировать работу MCP-сервера. Пишу в чат, что хочу засетапить Unreal Engine. Во время инициализации MCP-сервер отправляет запрос Unreal Engine и получает основную документацию по питоновскому API, с помощью которого на самом деле и будет происходить вся магия. Чат — это на самом деле MCP-клиент, и в истории чата видим информацию, что получена документация по 7 ключевым питоновским модулям. Далее я в свободной форме спрашиваю, сколько акторов находится в текущий момент на сцене. Модель понимает контекст, что мы хотим узнать что-то про Unreal Engine, вызывает наш Unreal-овский MCP-сервер, и, как мы видим, имеются ошибки. То есть модель может ошибаться, формировать некорректный питоновский скрипт, но в этом вся и прелесть. Поскольку MCP-сервер сообщает об ошибке, и модель будет формировать другой запрос. Причем иногда запрашивая дополнительную документацию. В итоге со второго раза мы получили ответ, что на сцене находится 0 акторов. И это совершенно верно. Давайте добавлять освещение в нашу сцену. Для начала заспауним Directional Light. И что мы видим? На сцену добавился объект Directional Light. Дополнительно, кстати, нам сообщили, что координаты у него в нуле. Продолжаем с освещением, добавим Sky Atmosphere. Атмосфера добавилась с первого раза. Все корректно. И чтобы со светом более-менее закончить, давайте добавим экспоненциальный туман. Туман на месте, также добавилось все с первого раза, без ошибок. Со светом более-менее разобрались, давайте добавим, например, куб. Ввожу текстовый запрос в произвольной форме. Возможно, кстати, добавим и голосовой ввод. Это на самом деле несложно сделать. По сравнению со всем остальным, это достаточно независимая задача. Добавляю также, что куб хочу заспаунить в нуле. Видим лог ошибки, куба нет. Сейчас произошел false позитив. Такое тоже происходит, то есть куба до сих пор нет. А задача как бы завершена. Давайте повторим запрос. Напишу, что попробую еще раз, куба нет. Так, со второй попытки получилось. Куб заспаунился. Тестируем дальше. Давайте добавим точный источник света. И дополнительно укажем, что свет должен быть зеленым. И пусть разместит источник света прямо над кубом. Так, свет заспаунился. Но работа продолжилась, и свет поменял оттенок. Это было сделано отдельным действием. В панели Details можно посмотреть, что Light Color зеленый. И источник света заспаунился прям четко над кубом, как мы с вами и указывали. Теперь давайте попросим поменять цвет источника света. Все, цвет красный. Супер. Давайте добавим еще что-нибудь в нашу сцену, например, облака. То есть что вообще глобально происходит?
Языковая модель, в нашем случае GPT-4.1, понимает, что мы хотим что-то сделать с Unreal, и фактически она преобразует обычный язык в код, который с помощью нашего MCP-сервера отправляет в Unreal. Более подробно все будем рассматривать по ходу. Итак, мы видим, что на сцене появились облака, все отработало корректно. И у меня, кстати, никакие функции вообще не захардкожены, все generic. С помощью хардкода, кстати, можно улучшать взаимодействие. То есть для спауна использую именно такую питоновскую функцию и никакую другую. Или можно дообучить модель, сделать ей fine-tune. Если будет время, попробуем это сделать. Давайте какую-нибудь посложнее задачку зададим. Я хочу заспаунить 10 сфер вокруг нашего куба по кругу. Так, можно видеть, что акторы заспаунились. Теперь модель будет пробовать установить меши. Какая-то ошибка, но мы не сдаемся. И меши сферы установились актором. Вокруг куба 10 штук. Все правильно. Можно делать какие-то действия в редакторе. Я сейчас попросил его выбрать всех акторов на сцене. То есть этот селект сделал не я, а он произошел программно. Или, например, можно сделать unselect. И выделение акторов убралось. Или можем написать в чат, что мы хотим сохранить уровень. Смотрим на Unreal-овский таб с уровнем. Там звездочка, уровень не сохранен. После запуска команды произошло сохранение. В общем, с нуля с вами сделаем вот такой сетап. В Client можно выбирать любые модели. У меня имеется доступ к API-шке OpenAI. И в списке видим, что любую модель можно установить. DeepSeek, Gemini, Claude. Или подключить OpenRouter. У Client имеется библиотека MCP-серверов, который можно установить. Мой MCP-сервер локальный, написан он на TypeScript. Выглядит следующим образом. В данной панели видим, какие функции торчат, какие у них параметры. Все это с вами посмотрим. Это все по демонстрации. Огромная просьба подписываться на мой телеграм-канал. Я его в последнее время активно начал вести. У меня имеется куча материалов, ссылок по компьютерной графике, искусственному интеллекту, программированию в целом, которыми я с удовольствием делюсь. Также огромная просьба ставить лайки и писать комментарии. Это очень помогает в продвижении видео и крайне важно для канала. У кого имеется возможность поддержать на Boosty или Patreon, буду крайне признателен. Все ссылки будут в описании. И огромная благодарность патронам верхнего уровня. Всем приятного просмотра, мы с вами начинаем. Итак, вначале расскажу про план видео. Для реализации MCP-сервера придется рассмотреть много смежных вещей в Unreal Engine. То есть нам с вами придется провести небольшую подготовительную работу. Вначале мы с вами рассмотрим Remote Control плагин. Данный плагин запускает веб-сервер в Unreal Engine и умеет принимать запросы, которые на данный сервер отправляются. Посмотрим, каким образом с помощью данного плагина можно управлять движком. Запросы будем отправлять с помощью специального приложения Postman. Это специальный софт для тестирования REST API. После этого рассмотрим Python в контексте Unreal Engine и напишем парочку скриптов для управления движком. После этого научимся удаленно запускать данные питоновские скрипты. В данной лекции это все темы. То есть мы проводим подготовительную работу, необходимую для написания MCP-сервера. А в следующем видео приступим непосредственно к MCP. То есть рассмотрим инструменты AI-кодинга, Copilot, Client, Windsurf, Cursor и так далее. На самом деле все они более-менее одинаковые, поскольку являются оболочками. А какую модель вы туда подключите, какой MCP-сервер будете использовать, это уже ваше дело. Далее смотрим с вами теорию MCP и пишем наш MCP-сервер, который будет коммуницировать с Unreal Engine. После этого научимся подключаться к Unreal по UDP TCP и исполнять питоновский код по данному протоколу. И дополнительно, если будет время, попробуем дообучить собственную модель. Также можно будет добавить управление голосом. Если вы давно подписаны на канал, то, возможно, помните, что мы что-то похожее уже с вами делали вообще до термина MCP. Как только OpenAI добавил в свой API вызов функций, я на базе своего OpenAI плагина под Unreal показывал, как с этим работать. Мы с вами делали собственный сервис погоды и также модельную игру Quest.
о котором осведомляли нашу языковую модель, и она умела о игре получать информацию. Рекомендую данное видео на канале посмотреть. Также, кстати, дисклеймер, что данное видео к вайб-кодингу отношения не имеет. Оно весьма академическое, и мы с вами будем рассматривать достаточно серьезные темы. Давайте создадим Unreal-овский проект. В категории Games выбираем пустой проект. Проект будет блюпринтовый. Назовем его Unreal Remote. Стартовый контент нам не нужен. Нажимаем на кнопку Create. Создадим новый уровень без World Partition. Basic. Сохраняю. Назову его Main Level. Переходим в настройки проекта. В Maps and Mods указываем данный уровень на старт движка и игры. И начнем с вами рассматривать плагин Remote Control. Переходим в плагины, в категорию Messaging. Находим в списке Remote Control API. Включаем и перезагружаем редактор. И одну вещь необходимо запомнить. Переходим в Project Settings. Найдем настройки нашего нового плагина. В категории Plugins, Remote Control. Запоминаем номер порта, на котором Unreal-овский сервер будет ожидать наши запросы. Номер 310. Зачем вообще может понадобиться данный плагин? Имеется несколько возможных сценариев. Создание собственных UI. Можно создать свой собственный пользовательский интерфейс с теми настройками, которые нам нужны, и удаленно управлять с помощью данного интерфейса движком. То есть можно сделать минималистичный интерфейс с теми элементами, которые нужны только нам. Отдельная тема, о которой я скажу чуть попозже, это UI-презеты. Следующий момент – это интеграция с другими приложениями. То есть благодаря Remote Control мы из другого софта можем управлять Unreal. То есть, например, из Houdini или из Blender, или из какого-нибудь своего собственного. То есть Houdini что-нибудь сгенерировали и хотим передать всю информацию, на основе которой то же самое можно сгенерировать в Unreal. И отдельным моментом я выделяю общее управление. То есть это своеобразная комбинация предыдущих двух пунктов. То есть можно создать приложение на iPad, с помощью которого мы будем управлять виртуальным продакшеном студии или, например, какой-либо инсталляцией. К плагину совсем скоро вернемся. А сейчас давайте рассмотрим с вами Postman. Это специальная платформа для тестирования REST API. Если совсем упростить, то это софт для тестирования HTTP запросов. Имеется стендалон версия под различные платформы. Можете скачать, установить. Я в видео буду использовать другой сетап. Это плагин под Visual Studio Code. Как можно видеть, у данного расширения 1,5 миллиона установок, то есть данным сетапом пользуется много людей. Давайте установим данное расширение. Открываю Visual Studio Code. В ней открываю директорию, в которой я создал Unreal-овский проект. Переходим в панели слева в Extension и в поиске вводим Postman. Устанавливаем данное расширение. После установки слева на боковой панели появляется иконка Postman. Если на панели кликнуть правой кнопкой мыши, то появится меню, в котором данную панель можно настроить. Необходимо создать аккаунт Postman. Это абсолютно бесплатно. Можете авторизоваться с помощью почты. И в результате этого все тестовые запросы, которые вы будете создавать, будут сохраняться в облаке, поэтому легко будет синхронизироваться между устройствами. Я авторизовываюсь в Postman со своим аккаунтом. После этого интерфейс Postman Visual Studio обновился. И сразу видим большую синюю кнопку, с помощью которой можно создать наш первый запрос. Но мы сделаем с вами небольшую вложенность. И вначале создадим Workspace. Вверху имеется кнопка плюсик. Нажимаем на нее. Workspace можно создать только в веб-версии. Выбираем пустой Workspace. Также видим, имеются специализированные Workspace, о которых можно почитать подробнее в документации. Я выбрал пустой Workspace. Называю его Unreal Remote и нажимаю на кнопочку Create. Семантически Workspace — это глобальный проект. После этого веб-версию можно закрывать. Обновляем дропдаун
Postman синхронизировался, и наш workspace появился локально. Ссылку на доки Postman я оставлю, кому интересно, можете позалипать. И дополнительные сведения для общей информации: имеется еще один сервис, который называется Insomnia. Этот сервис аналогичный Postman. Возвращаемся в Visual Studio Code. Далее в нашем workspace создадим новую коллекцию. Коллекция семантически — это некая категория запросов, то есть по сути еще одна иерархическая вложенность. Создадим коллекцию, которую назовем Basic Requests, и теперь можем создавать наш первый HTTP запрос. Можно нажать на Add Request, либо на New HTTP Request. Перед тем, как переходить к Remote Control, давайте протестируем какой-нибудь произвольный HTTP запрос. Тем более, недавно с вами мы в коде запрашивали шутки о Чак Норрисе. Давайте именно данный запрос и протестируем. Напоминаю, что данная API возвращает рандомную шутку о Чак Норрисе, то есть некий гротескный факт о крутости Чака Норриса. Я скопировал endpoint, вставляю в input поле в Postman, и запрос к данному endpoint отправляется с помощью метода get. В Dropbox можно менять HTTP методы. Кто не знаком с HTTP протоколом или хочет освежить знания, рекомендую прочитать документацию на странице Mozilla. Здесь человеческим языком все подробно рассказано. Протокол несложный. Сохраняю данный запрос. Нажимаю на кнопочку Save. Придумаем какое-нибудь адекватное имя. Get Chuck Joke. Выбираю коллекцию. У нас с вами одна коллекция. Basic Requests. И нажимаю на кнопку Save. После этого запрос также появился слева в списке. Давайте отправим запрос. Нажимаю на кнопку Send. Внизу в body отобразился JSON ответа, и сама шутка находится в поле Value. Это самый простой HTTP запрос, он может быть посложнее, то есть могут быть различные параметры, авторизация, хедеры, тело запроса. Некоторые из данных настроек мы сегодня с вами посмотрим. В качестве тренировки с Postman можете оттестировать какой-нибудь другой API. Имеется прикольный публичный репозиторий, где собраны открытые API по различным тематикам. Получение погоды, информация о животных, информации о банковской сфере, о космосе и так далее. Например, имеется API получения фактов о песиках или, например, о котах. Это информация для тех, кто хочет закрепить материал самостоятельно. Возвращаемся к плагину Remote Control. Имеется страница быстрого старта. Мы с вами плагин уже включили. Далее необходимо запустить сервер. Имеется несколько команд для работы с веб-сервером. Запуск сервера, остановка сервера и установка флага, который позволяет запускать сервер при старте проекта. Скопируем команду старта сервера. Открываю output log. Очищаю. И в командной строке ввожу данную команду. Таким образом, мы запустили веб-сервер. Теперь мы хотим что-нибудь на наш внутренний сервер отправить. На странице быстрого старта показан конкретный сетап, он нас не очень интересует. Мы с вами перейдем на страницу с документацией о эндпоинтах нашего сервера. И начнем мы с вами с простейшего get запроса remote info. Ответ на данный запрос возвращает информацию о всех доступных эндпоинтах. Копирую remote info и метод у данного запроса get. Создадим новую коллекцию. Назовем ее Unreal Requests. И добавим новый запрос. Назовем его Remote Info. В input поле URL нам необходимо указать URL endpoint, который мы хотим вызвать. Сервер у нас локальный, поэтому прописываем localhost. И мы с вами запоминали номер порта, на котором слушает Unreal-овский веб-сервер. 310. Это основной URL сервера, и к нему добавляем конкретный endpoint remote info. Нажимаю send, и вуаля, Unreal ответил. В ответе пришел JSON со всеми доступными эндпоинтами. Если, кстати, неправильный URL указать, то мы с вами получим ошибку. Справа, кстати, имеется информация о запросе.
Статус 200 – это успешный код в HTTP. Можно посмотреть время запроса и количество байт, которые пришли в ответе. Итак, первый запрос Unreal прошел успешно. Давайте создадим запрос поинтереснее. Нажимаю кнопку «Новый HTTP запрос». Копирую URL из Remote Info. И давайте запросим все property какого-нибудь объекта на сцене. Для этой цели имеется отдельный endpoint, называется он Remote Object Property. Заменяю часть URL. Закрою другие вкладки. Данный запрос настраивается немного хитрее. Переходим на страницу документации. Находим его в списке. Во-первых, метод данного запроса put, а не get. У данного запроса имеется тело в формате JSON, то есть некоторые параметры запроса. Например, put даю объекта, у которого мы хотим узнать все property. Можно узнать конкретное property, можно запросить вообще все. С помощью данного запроса можно как читать property, так и видоизменять property. Для чтения поле access должно быть установлено в значение read access. Внизу имеется минимальный пример тела запроса. Давайте его скопируем. Переходим в Visual Studio Code. Во-первых, меняем метод запроса. Необходимо get поменять на put. А тело запроса настраивается на вкладке Body. Выбираем вид Row и вставляем скопированный JSON. Несложно догадаться, что нам необходимо поменять значение поля ObjectPath. Переходим в Unreal. И давайте получим все property объекта Floor. Кликаем правой кнопкой мыши. И в контекстном меню имеется кнопка Copy Path, которая добавилась после активации Remote Control. Вставляю путь до объекта пола. Давайте сохраним запрос. Назовем его Get All Actor Properties. Добавляем его в коллекцию Unreal Requests. Попробуем отправить запрос. И у нас ошибка. В ошибке сказано, что параметр Content Type запроса должен быть установлен в Application.json. И также можно видеть статус 400 BET Request. Переходим на вкладку Headers. Если нажать на кнопку Hidden, то можно видеть, что Content Type по умолчанию установлен в Text Plain. Можно отключить данный параметр, либо просто его перезаписать. Копирую Content Type, вставляю в табличку в поле Key и значение параметра также копирую Application.json. Сохраняю запрос и отправляю его еще раз. Теперь ответ пришел. Это JSON со всеми публичными property объекта Floor. Теперь давайте создадим какой-нибудь запрос, который будет вызывать функцию у актора. В Postman можно создать копию запроса. Нажимаем на 3 точки, выбираем Duplicate. И назовем наш новый запрос getActorLocation. Давайте будем узнавать координаты актора на сцене. Для вызова функции нам потребуется другой endpoint, который называется Remote Object Call. HTTP метод также put. Можно вызвать любую функцию uObject, которая помечена как Blueprint Callable. Endpoint я скопирую. У данного запроса имеется тело в формате JSON. Основное — это имя объекта и имя функции. Перехожу в Visual Studio Code. Обновляю endpoint. Remote Object Call. И давайте из примера скопируем поле Function Name. В примере вызывается функция setLocation. Мы с вами вызовем функцию getLocation. Access нам не нужен. Меняю имя функции. Отправляю запрос. Так, в ответе ошибка. Лишняя запятая. Все, запрос выполнился корректно. Пришли координаты static mesh пола. Проверяем 0,0 минус 0,5. Давайте какие-нибудь другие установим. 10, 20, 13. Отправляем
Отправляю новый запрос. Координаты пришли правильные. Двигаемся дальше, создаем новый запрос. И давайте получим всех акторов со сцены. Называю новый запрос getAllActors. Endpoint оставляем такой же, нам необходимо будет вызвать функцию. А payload, то есть тело запроса, сейчас необходимо будет обновить. Нам потребуется объект специального класса. Захожу в директорию Engine и в поиск ввожу Editor Actor Subsystem. Копирую Object Path. Объект данного класса создается движком автоматически. Вставляю скопированный путь в Object Path. Мы скопировали путь до класса. Нам необходим путь до объекта. Имена таких объектов имеют специальный паттерн Default, 2 нижних подчеркивания. Это класс Default Object, CDO. Давайте посмотрим, какие имеются функции у данного класса. Открываю расположение файла Editor Actor Subsystem. Выкидываю Visual Studio Code. И в поиске можно ввести getAllLevelActors. Ко всем uFunction мы имеем законное право обращаться. uFunction, который blueprint callable. Копирую имя данного метода, вставляю function name и давайте отправим запрос. Запрос отработал, и нам пришел массивчик с путями до всех акторов на сцене. Давайте добавим какие-нибудь акторы на сцену, чтобы убедиться, что массив изменяется. Вытаскиваю куб и, например, конус. Сохраняю уровень. Отправляю запрос. В массиве стало на 2 static mesh актора больше. Давайте еще какую-нибудь функцию вызовем. Сгруппирую Visual Studio Code и Unreal параллельно. И давайте вызовем какую-нибудь другую функцию. Например, getSelectedLevelActors. То есть будет возвращаться массив всех акторов, которые выбраны мышкой на сцене. У нас сейчас выбран только конус, в массиве один элемент. Выбираю больше объектов, массив видоизменяется. Или, например, можем сделать unSelect. Метод называется selectNothing. Отправляю, ни один объект не выбран. Рекомендую данный файл поизучать, повызывать другие методы, посмотреть, какие имеются еще возможности по работе с эдитором. В данном запросе я возвращаю функцию на getAllLevelActors и давайте двигаться дальше. Дублирую запрос getActorLocation. В новом запросе будем изменять положение актора на сцене. Называю запрос setActorLocation. Сейчас наша задача проверить функцию с параметрами. Меняю FunctionName на setActorLocation. Переходим в документацию, посмотрим, как передавать параметры. Для этого существует специальный объект Parameters. Отформатирую JSON. Сохраняю запрос, отправляю. Пришел ответ. Давайте откроем Visual Studio Code Unreal еще раз параллельно. Мы установили координаты 100, 0, 30. В панели Details можно убедиться, что координаты совпадают. Поставим по Z 300 и видим, что пол смещается. В 3000 по Z пол не перемещается, потому что у нас с вами стоит флаг Sweep в True. Происходит коллизия пола с кубом и конусом, и пол не может переместиться наверх. Нам необходимо флаг Sweep установить False. Теперь пол переместился. Давайте на самом деле посмотрим на функцию setActorLocation. Я создам тестовый актор. Перехожу на Event Graph. Находим ноду setActorLocation.
Так, мы передаем new location, sweep, можно еще телепорт передавать. А в ответе от сервера приходит JSON с возвращаемыми параметрами sweep hit result и return value. Sweep hit result — это структура. Если сделать break, можно посмотреть, как она выглядит. И все эти данные возвращаются при отправке запроса. Научились вызывать функции, научились передавать параметры и даже получать возвращаемые значения. Ничего сложного нет, происходит коммуникация с JSON-ами. Давайте рассмотрим одно дополнительное поле JSON, которое называется Generate Transaction. Добавим его в наш JSON запроса и посмотрим, что оно нам дает. В Unreal в Edit открываем Undo History. Это история изменений в эдиторе. Если мы передаем Generate Transaction как True, то изменение, которое мы совершаем, добавляется в историю. Изменяем локацию, отправляем запрос, и все транзакции в списке истории. Если что-то не нравится, то можно откатиться, нажать на зеленую стрелочку. В качестве самостоятельной работы могу порекомендовать потренироваться на собственных функциях. То есть создаете свой blueprint, добавляете функцию, добавляете ей параметры различного типа, добавляете возвращаемые параметры, и для закрепления материала можно погонять значения, посмотреть, что все работает. Так, Remote Control плагин изучили. Теперь давайте переходить к Python. Python в основном используется в Unreal для автоматизации работы с редактором. Переходим в плагины, в категорию Scripting и находим Python Editor Script плагин. Он должен быть включен по умолчанию, но на всякий случай проверяем. Давайте более подробно взглянем на то, для чего может пригодиться Python в Unreal. Первое – это автоматизация задач управления ассетами. Можно автоматизировать проверку ассетов, проверку их наименования, массово переименовывать ассеты, то есть автоматизировать работу с контентом. С помощью Python можно делать продвинутые пайплайны, плагины, передавать, обмениваться данными с другим софтом или даже управлять Unreal из других приложений. Python также полезен для создания собственных утилит, то есть мы можем расширять редактор и дописывать функциональность управления Unreal с помощью Python. И, например, как один из вариантов пользовательских утилит, это может быть процедурная генерация и размещение контента. То есть вы, например, можете задавать лабиринт матрицей, а ваша утилита с помощью Python будет размещать меши в соответствии с этой матрицей. И не заниматься ручным добавлением ассетов на сцену, выравниванием их, установкой корректных скейлов, смотреть, чтобы все было встык в стык. Этот процесс легко автоматизируется. Сейчас будем перемещаться к Python, но пока не забыл, еще одна вещь про Remote Control. Имеется отличный гайд по созданию презетов, то есть неких UI-коллекций по управлению движком. Рекомендую с данным гайдом ознакомиться. Итак, переходим к Python. Ссылочки на документацию, естественно, будут под видео. Плагин мы с вами уже проверили, что включен. Текущая версия 3.11.8. В этом мы сейчас убедимся. Отдельно Python устанавливать не надо, он встроен с плагином. Давайте сразу переходить к практике. Открываю окно Output Log, очищаю. И внизу необходимо поменять терминал с командной строки на Python. Первое, что мы с вами сделаем, по классике выведем какую-нибудь строку в лог. Для печати в стандартный поток в Python используется функция print. Давайте напечатаем «Привет, Unreal». Ввожу Enter. Вначале залогировалась сама команда, а второй лог – это вывод функции print. Дальше давайте выведем версию Python. Необходимо подключить системный модуль. Команда называется import sys. Версия находится в поле version, поэтому мы можем ее напечатать. В консоль вывелась версия действительно 3.11.8. Можно, кстати, команды писать через точку с запятой.
Так тоже работает. Питоновская API генерится один к одному со всем, что сериализуется в Unreal. То есть доступны все U-функшены, U-enum, U-property и так далее. Все это генерируется автоматически в соответствии с исходниками движка. Основной питоновский модуль называется Unreal. Справку по модулю можно вывести с помощью команды help, и в консоль выводится документация по всему содержимому модуля. Документация также имеется онлайн. Например, давайте найдем сабсистему, которую мы с вами сегодня уже использовали. Editor, Actor, Subsystem. И в Python имеется абсолютно такая же функция getAllLevelActors. Имена питоновских функций генерируются в соответствии со стилем Python, который обычно используется, это snake case. То есть все с маленькой буквы, и нижнее подчеркивание – это разделение. В Unreal используется Pascal case, это тот же camel case, но первая буква имени сущности заглавная. И несложно догадаться, что процесс изменения Pascal case в snake case можно автоматизировать. Теперь давайте выведем версию движка. Для этого потребуется специальная библиотека System Library. В данной библиотеке имеется метод, который называется getEngineVersion. Давайте попробуем данный метод вызвать. Возвращаемся в редактор. Очищаю лог. Необходимо сделать импорт модуля Unreal. Загрузим все в одно выражение, сразу будем печатать. Префикс f в Python используется для интерполяции строк. То есть в строку можно встроить какой-нибудь параметр. Параметр передается в фигурных скобках. Используем объект System Library и его метод getEngineVersion. Отправляю питоновскую команду. В лог вывелась наша строка с текущей версией движка. В консоль команды отправлять неудобно. Естественно, так много не попрограммируешь. Питоновский скрипт, естественно, можно хранить в питоновском файле и выполнять скрипт целиком. Давайте создадим в нашем проекте под директорию Python. Скрипт print Unreal Engine Version. Вначале необходимо симпортировать Unreal. Рекомендую поставить какое-нибудь расширение Python, Visual Studio Code. И также имеется отдельный плагин конкретно для Unreal-овского Python. В поиске можно ввести Unreal Engine Python. Благодаря ему Visual Studio Code Unreal-овские модули будут подсвечиваться. Скопирую код, который печатает текущую версию движка. Вставляю в питоновский скрипт. И давайте вызовем данный скрипт. Нам потребуется путь до данного файла. Кликаем правой кнопкой мыши, выбираем Copy Path. Переходим в Unreal. Единственное, необходимо вернуться из Python в командную строку. И для того, чтобы запустить Python, используем команду py, пробел и в кавычках передаем путь до файла. Наш аналогичный внешний скрипт отработал корректно. Питонский скрипт можно вызывать также через блюпринты. Но это особые блюпринты, это утилиты эдитора. Имеется два вида, это blueprint и widget. Это специальные объекты, которые доступны только в эдиторе. Создаю blueprint на основе класса актора, называю его bp python exec, открываю, перехожу на event graph, сразу добавим собственную функцию, назовем ее run script, выбираем ноду функции и в панель details убеждаемся, что стоит опция call in editor и функция публичная. Благодаря данным настройкам мы сможем удобно вызывать данную функцию со сцены. Если в поиске ввести Python, то можно найти несколько доступных нод. Execute Python Command, Advanced и также boolean нода, которая проверяет, доступен Python или нет.
Выбираем ноду Execute Python Script. По умолчанию выполняется питоновская команда вывода в output Hello World. Давайте сразу проверим, как это работает. Перетаскиваю blueprint Python exec. Очищаю лог. И в панели Details можно видеть, что наша функция отображается как кнопка. Нажимаю на нее. В output выводится Hello World. Питоновская команда выполняется. Давайте запрограммируем какой-нибудь скрипт посложнее, что-нибудь более интересное. Добавляю новый файл, и мы с вами напишем скрипт, который будет выводить имена акторов, которые находятся на сцене. Назовем его Print Level Actor Names. Вначале необходимо получить editor actor subsystem. Я подробно на синтаксисе останавливаться не буду. В описании к видео будут ссылки. Чисто по питону это вообще отдельный курс. И вторая команда — это непосредственно получение всех акторов на сцене с помощью метода, который мы сегодня уже с вами применяли. Напечатаем размер массива акторов. Далее в цикле проходимся по всем элементам массива. Печатаем имя актора. И дополнительно можно вывести имя класса актора. Если актор нулевой, то выведем какое-нибудь сообщение invalid actor. Копирую путь до скрипта. И запускаю данный скрипт. И, как мы видим по логу, скрипт отработал. Весь данный вывод сделал наш скрипт. 11 акторов на сцене. Удаляю статик меши. Выполняю скрипт еще раз. 9 акторов на сцене. Так, еще один скрипт покажу. Я его заранее подготовил. Скрипт, который спаунит меши. Ссылки на все скрипты будут под видео. Скопировал файл. Итак, данный скрипт рандомно спаунит сферу. Координаты рандомятся с данных интервалов. Далее формируется вектор, sphere_location. Класс актора — это static mesh. И после этого вызывается функция spawnActorFromClass, которую мы знаем по C++. Передается класс актора, координаты и rotation. Если актор не нулевой, то загружается ассет меша сферы. После этого получаем указатель на static mesh компонент, static mesh актора. И данному компоненту устанавливаем static mesh сферы. В ветках else различные принты с ошибками, если что-то пошло не так. Копирую путь до скрипта и давайте его выполним. Нажимаю Enter, на сцене появилась сфера. Еще раз, еще сфера и так далее. Все работает, мы с вами медленно и верно переходим к кульминации урока, к вызову скрипта удаленно из Postman. Перед этим давайте покажу дополнительные страницы, ссылки на которые будут в описании. Одна из них — это мини-курс по питону в Unreal Engine. Рекомендую его пройти. Видосики небольшие, курс очень простой. И также оставлю ссылку на гайд по утилитам эдитора. Много полезной информации, можно полистать. Итак, возвращаемся в Visual Studio Code, в Postman. И давайте добавим
новый Unreal-овский запрос. Скопируем его из getActorLocation. Назову запрос Python call. Необходимо изменить тело запроса. Копирую путь до объекта. Copy-pass. Имя функции runScript. Давайте проверим, как это работает. Открываем консоль, очищаю, отправляю запрос. В консоль вводится Hello World. Данный скрипт вызывает функция runScript. И на самом деле идея простая, скрипт мы можем передавать в качестве параметра. Создаю входной параметр у метода runScript. Давайте его только переименуем. Пусть будет просто скрипт. И добавим возвращаемый параметр. Это будет boolean, который возвращает нода execute Python script. Назовем его статус и просто подключим пины. Параметр необходимо добавить в JSON объект запроса. Параметр мы с вами назвали скрипт. И для теста давайте что-нибудь напечатаем. Отправляем запрос. В консоль вводится Hello Remote. И более того, в ответе приходит статус True. Теперь давайте спаунить сферу абсолютно таким же образом. Открываю наш скрипт. Копирую тело скрипта. И аккуратненько вставляю его в значение ключа скрипт. Для Python важны табуляции, поэтому форматировать скрипт не нужно. То есть JSON будет выглядеть вот так вот криво. Сохраняемся. И отправляем запрос. Как мы видим, сферы спаунятся на сцене. На этом первая часть заканчивается. Мы с вами разобрали Unreal Remote плагин и также поработали немного с Python. В следующем уроке переходим непосредственно к MCP серверу. Всем огромное спасибо за просмотр. Большая просьба ставить лайки и писать комментарии. Это сильно помогает в продвижении видео. Всем пока!